Игровой ноутбук с процессором Intel Core i7-13620H на 16 гектар оперативной памяти, 512 гигабайт накопитель, возможность апгрейда, встроенный видеочип NVIDIA GeForce RTX 4060 лэптоп, 17-дюймовый IPS-экран, поддержкой 165 Гц частоты обновления экрана, клавиатуру с подсветкой, большим тачпадом и стильным дизайном. Как вы поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Thunder Robot 911+. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Благо, купил я его на распродаже, как помнят подписчики моего телеграм-канала, скидок неприлично дешево. Но перед началом напоминаю, 7 обзоров в неделю я выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону первые 3 месяца Poco X6 Pro. Для того, чтобы участвовать, все довольно просто. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте комментарии больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании канала пишите имя своей телеги, можно и через пробелы. И вы автоматически в розыгрыше. Если выиграете, я вам напишу. Все розыгрыши в конце месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. Полетели. Распаковка. Данная модель поставляется в нескольких обыкновенных коробках из плотного картона. На основной коробке есть название и краткие характеристики модели, а также логотип компании. Упаковка в целом надежная. В комплекте мы имеем адаптер питания 20 вольт, 9 ампер. Получается 180 ватт. Довольно длинный кабель питания, документацию и, собственно, сам ноутбук. Вес ноутбука составляет космические 2 килограмма 630 граммов. А габариты 397 на 262 на 33 мм. Далее, приобрести эту модель можно только, по всей видимости, в единственной темной серой расцветке. Верхняя часть выполнена из металла, а вся остальная часть корпуса из пластика. Качество материалов хорошее, да и собран ноутбук в целом отлично. Но только внешне, внутри дела обстоят не так радужно. Открыть ноутбук одной рукой не получится, максимальный угол открытия около 150 градусов. В плане дизайна все в пределах нормы, как для игрового ноутбука. Выглядит он по мне хорошо, но мне дизайн ноутбуков от Alienware больше нравится, хотя они и стоят в 2-3 раза дороже. К слову, у меня как раз в постоянном использовании Alienware, а этот я буду продавать. Что касается 911 Plus, ноутбук не легкий, а из особенностей это лейбл на крышке монитора, который слегка выступает из корпуса, нестандартная форма, интерфейс из тыльной части, что свойственно для игровых ноутбуков, но вот LED-подсветка есть только у клавиатуры. Больше ее нигде по корпусу не расположили. Далее, по интерфейсам мы имеем USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, USB-A версии 2.0, RG45, разъем под микрофон, разъем под гарнитуру, DC разъем для питания, HDMI порт, mini-DP версия 1.4 и Type-C 3.2 Gen 2 с поддержкой Power Delivery версии 1.4. Далее, по звуку мы имеем 2 достаточно громких стереодинамика, но при нагрузках система охлаждения шумит громче, чем даже динамики. Плюс динамики расположены с нижней части корпуса, на дне. Качество звука неплохое, но я ожидал лучшего звучания, учитывая, что это игровой ноутбук. В любом случае, в играх лучше использовать проводные наушники. Далее, клавиатура в данной модели с цифровым блоком и с неурезанными клавишами управления курсора. Клавиши, как вы уже могли заметить, черные с белыми торцами. Реализована клавиатура хорошо, лично мне она понравилась в использовании. Но почему-то в моем экземпляре западает кнопка Escape. Как я уже говорил, клавиатура имеет подсветку, ее можно менять, но клавиатура не поддерживает различные сценарии, к примеру, подсветка при нажатии или волна, а также она не имеет полноценную RGB подсветку, а только подсветку с поддержкой 15 цветов. Звук постукивания приятный, печатать текст с помощью клавиатуры достаточно удобно, ко всему, хоть и тачпад расположили под левой рукой, но его можно отключить быстрой командой, используя горячие клавиши. Также можно регулировать яркость, звук и не только. Кнопка питания вынесена за пределы клавиатуры, и, к сожалению, встроенного датчика отпечатков пальцев там нет. Да и функции распознавания лиц тоже не завезли, что удивительно. Далее, сам тачпад достаточно большой, 150 на 91 мм. Реализован он хорошо, без двойного дна и без люфта. Использовать тачпад удобно, палец скользит по нему хорошо. Далее, в верхней рамке стандартно разместили микрофоны и камеру Bison Cam NB Pro, но без механической электронной шторки приватности. Что микрофоны, что камера показали себя на уровне, как камеры и микрофоны у более дешевых ноутбуков, но не игрового формата. Я надеялся, что что-то поприятнее туда запихают. Летим дальше. Ноутбук оснащен 8-битным IPS-экраном на 17,3 дюйма с разрешением 2560 на 1440 пикселей, частотой обновления экрана до 165 Гц и соотношением экрана к корпусу 85%. Цветовой охват 100% DCI-P3, боковые рамки не громадные, что не скажешь про нижнюю с надписью Thunder Robot. Яркость на 100% составляет в среднем 440 люксов, что очень даже хорошо как для IPS, но подсветка неравномерная. Яркость по экрану скачет,
от 360 люксов до 450 люксов. Покрытие экрана матовое, угол обзора в пределах нормы. Сильных искажений в цветопередаче я не заметил, но есть засветы на черном фоне по углам. В принципе, как и у всех. Для игр экран хороший, как и для просмотра фильмов и повседневного использования. Но не для других сценариев использования, опять же, это в идеале. Можно и видео редактировать, и фотографии обрабатывать. Перейдем же непосредственно к внутрянке. Процессор здесь установлен Intel Core i7-13620H с 10 ядрами, 16 потоков, кэш третьего уровня 24 мегабайта, базовая частота 2,4 ГГц и максимальная тактовая частота в режиме Boost до 4,9 ГГц. Система охлаждения состоит из двух кулеров и 5 медных трубок. Для нее есть автоматический, минимальный и ручной режим работы. Чтобы настроить производительность, в стоке есть очень простое приложение Control Center, в котором можно выбрать один из 4 режимов работы, настроить систему охлаждения, настроить клавиши, настроить подсветку, выбрать режим работы видеокарты и еще некоторое количество настроек. Далее за графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 4060 лэптоп 8 ГБ GDDR6 с потребляемой мощностью в 105 Вт. Архитектура Ada Lovelace. Функции DLSS 3 на базе AI. По памяти мы имеем оперативную память DDR5 на 16 ГБ и SSD PCIe версии 4.0 на 512 ГБ или 1 ТБ. Но в продаже я видел только конфигурацию с 1 ТБ ПЗУ. Это в рекламе у них еще есть 512. Апгрейдить ноутбук можно. Есть еще одно место под АЗУ и второе место под накопитель. Операционная система в стоке Windows 11. Система работает неплохо, но за данную стоимость не хотелось бы видеть какие-либо проблемы. Но нет, я встретил глюки при повседневном использовании, так и во время прохождения игр тоже. К примеру, у меня в какой-то момент ноутбук стал жить своей жизнью. Открывать вкладки в браузере, командную строку, перезагружаться и не только. Встречал я данную аномалию 2 раза за время тестирования, и нет, это не вирус. По стабильности и скорости Wi-Fi в целом все хорошо, не считая того, что Wi-Fi постоянно отрубается даже просто во время использования ноутбука. И да, драйвера все были установлены, все было обновлено, все было настроено, как в форумах советуют, но вот так. По тестам мы имеем в Geekbench Single Core 1735, в мультикоре 4850, OpenCL Score 29494, Vulkan Score 9803, в Crystal Disk Mark чтение 3948 мегабайт в секунду и запись 2985 мегабайт в секунду. Далее, емкость аккумулятора скромная, 53 Вт-часа, заряжается он довольно быстро, не больше 1 часа 20 минут, но и разряжается в играх моментально. В CS2 за 34 минуты уходит 100% заряда, в Apex за 20 минут уходит 75% заряда, в PUBG Battleground за 30 минут 50% заряда. Теперь к опыту использования. Играть комфортно, ну и разумеется максимум, что можно выжать из этого ноутбука в играх, можно получить только при подключении к сети. И если вы даже будете извращаться с настройками питания, ничего хорошего из этого не выйдет. В таком случае в CS2 просадок FPS нет, игра идет без фризов и тормозов. В режиме работы от аккумулятора мы имеем стабильный 30 FPS и лаги. В PUBG Battleground от сети в среднем показывает 100 FPS, но вот от аккумулятора играть боль. В Apex от сети 110 FPS и играть можно без проблем. Максимум ноутбук выдает 140 FPS. Больше всего просадок было в PUBG Battleground. Отмечу, что я тестировал ноутбук в производительном режиме, в котором просто невозможно играть из-за шума охлаждения. Даже играя в наушниках, ее можно услышать. При этом система отрабатывала очень плохо. Нагрев мог подниматься выше 90 градусов при нагрузке. Вы можете сказать, что Саня, это нормально, так ноутбуки игровые греются. Но так у меня Asus грелся. По этой причине я 2 раза этот Asus менял, потому что сгорала материнская плата. Хотя мне все говорили, 95 градусов вообще нормально. Чтобы решить проблему с тротлингом и перегревом, необходимо душить железо через программы, что, как по мне, вообще неприемлемо. Несмотря на это, играть можно, но сколько он протянет в подобном сценарии использования — вопросы. Как все это дело внутри менять — тоже вопрос, потому что игровые ноутбуки, как вы знаете прекрасно, и как я знаю прекрасно, могут гореть на ура. Минусы: неравномерная подсветка и заметные засветы, нагрев, тротлинг, нет датчика внешней освещенности, отваливается Wi-Fi, подсветка клавиатуры имеет маленькое количество цветов, да и интересных режимов нет. Нет подсветки на крышке экрана, нет шторки приватности для веб-камеры, плохая внутренняя сборка. Опять же по мне. И цена не во время распродаж. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Как раз сейчас идет сейл на Али, и ноутбуки очень часто скидывают прям за неприлично низкий ценник. И по этой причине вы видите на них обзоры. Надеюсь, вы подпишетесь на канал с колоколом, напишите в комментах, чтобы продолжал, потому что пусть это все дело субъективно, но мой опыт работы с железом больше 25 лет. Железка должна работать хорошо. Другие ноутбуки игровые, которые я тестировал и которые у меня были в использовании, работали лучше, но и стоили дороже. Резюмирую, за ту цену,
которую на Али я купил этот ноут, как по мне, он стоит своих денег. За деньги, за которые они продают не в распродаже, он своих денег не стоит однозначно. Его брать не рекомендую. Опять же, перед тем, как брать, нужно разобраться конкретным образом с гарантией, потому что любой игровой ноутбук, неважно какого бренда, Dell, Asus, еще какого-то, может довольно легко сгореть. Они все греются как печки. Не забываем, что их надо будет обслуживать, менять термопасту и еще много всяких прелестей. Продвинутым, разумеется, конечно, будет андервольтинг по полной программе и настройка всего и вся под конкретные программы или под конкретные игры. Thunder Robot 911 Plus даже с учетом своих недостатков хороший игровой ноутбук в свои деньги, но топорный. Еще раз огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, от меня девайсу да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.